Эти насекомые убивают. Жаждущие человеческой крови паразиты напали на взрослого здорового мужчину и съели его заживо. Сегодня я расскажу вам об опасных насекомых, способных нанести непоправимый вред здоровью человека и даже лишить жизни. Предупреждаю, это видео не для слабонервных. Страшное происшествие случилось несколько лет назад в тюрьме округа Фултон в Атланте. Лэшон Томпсон был заключен в грязной камере, в которой помимо него жило множество насекомых. Там он провел 3 месяца, ожидая перевода в другую тюрьму, где ему должны были предъявить обвинение за нанесение побоев. Однако из своей камеры он так и не вышел. Тело заключенного нашел сотрудник учреждения, которому пришлось надеть защитный костюм, чтобы приблизиться к останкам. Настолько грязной была камера. Труп мужчины был изуродован. Его покрывали многочисленные порезы и повреждения от многократного сдирания кожи. Эксперты пришли к выводу, что мужчину заживо съели вши и клопы. Эта история скрывалась от общественности, но все же появилась в средствах массовой информации несколько месяцев спустя. Неудачная попытка реанимации зафиксирована в тюремном отчете, где также говорится о том, что камера была покрыта грязью и вшами. Адвокат Томпсона Майкл Харпер обвиняет тюремных сотрудников в смерти его подзащитного, утверждая, что тот был съеден заживо насекомыми и что его оставили умирать. До заключения в тюрьму мужчина не имел физических заболеваний, он был полностью здоров. Насекомые на подводной лодке. Риску быть заживо съеденными подвергся экипаж американской атомной подводной лодки USS Connecticut. Во время арктических учений на борт судна попали насекомые, нашествие которых позже стало серьезной проблемой для моряков. По словам старшины субмарины, клопы буквально поедали людей заживо. Экипажу приходилось спать на стульях, ведь койки кишели паразитами. Люди испытывали постоянные неудобства, недосып и усталость, что угрожало боеспособности субмарины. Подводники несколько месяцев пытались самостоятельно вытравить кровопийц, но у них ничего не вышло. Они продолжили мучить людей, превратив их жизнь в бесконечный ад. Несмотря на многочисленные жалобы, командование не верило, что моряков ели заживо прямо на койках, так как доказательства отсутствовали. Лишь несколько месяцев спустя была проведена масштабная дезинфекция, которую так ждал экипаж. Несмотря на то, что насекомых потравили, подводники боялись, что они вернутся на судно и продолжат истязать их по ночам. Клопы по Франции. Несколько лет назад мелкие вредители стали настоящей бедой для жителей Франции. Газеты пестрили сообщениями о насекомых, обнаруженных не только в домах, но и в общественном транспорте, больницах, библиотеках и даже полицейских участках. Ситуация стала настолько серьезной, что власти проводили экстренные совещания, разрабатывая планы борьбы с вредителями. Граждане, опасаясь укусов, самостоятельно вызывали дезинсекторов. Многие предпочитали стоять в переполненном транспорте, избегая сидений с мягкой обивкой, идеальном убежище для клопов. Сначала вредители обнаружили в аэропорту Шарль-де-Голль. Кульминацией стала волна видеороликов в социальных сетях, демонстрирующих их в парижском метро. Видеозаписи туристов, обнаруживших паразитов в пассажирских креслах, стремительно распространялись в соцсетях. Авторы видео предупреждали о необходимости осмотрительности при использовании тканевых сидений в общественных местах. Обнаружение вредителей на пароме, прибывшем из Марселя в Танжер, вызвало обеспокоенность марокканских властей. В Бельгии, особенно в Льеже, наблюдался значительный рост спроса на услуги по санитарной обработке помещений от насекомых. Повышенный интерес к дезинсекции обусловлен в том числе профилактическими мерами. Специалисты связывали увеличение числа насекомых, в частности клопов, с завозом их из Франции и других стран транспортом и личными вещами туристов. Червь в стопе. Некоторые паразиты предпочитают и вовсе поселиться в теле человека. Уникальный случай паразитарной инфекции был зафиксирован в Австралии у мужчины, прибывшего из Судана. В течение нескольких лет червь обитал в его ноге, вызывая сильный зуд. Пациент обратился за медицинской помощью именно из-за этого неприятного симптома. После тщательного обследования врачи обнаружили, что паразит проник в организм через желудочно-кишечный тракт, в конечном итоге мигрировав в стопу. Хирургическое вмешательство позволило извлечь круглого червя. Длина паразита составляла около 4 дюймов. К счастью, инфекция не привела к серьезным осложнениям для здоровья пациента. Случай демонстрирует классический путь заражения дранкулезом. Человек заражается, проглотив воду с инфицированными рачками-циклопами. В желудке личинки паразита высвобождаются, проникают в кровоток и мигрируют к конечностям, где со временем достигают зрелости и вызывают характерные симптомы. Случай суданского иммигранта подчеркивает важность санитарно-гигиенических мер, предупреждающих распространение дранкулеза, и необходимость своевременного обращения к врачу при возникновении подозрительных симптомов, таких как сильный зуд в ногах или других частях тела. Муха-падальница. В начале видео я рассказал о том, что насекомые убили человека в тюремной камере.
Однако и больничная палата, как оказалось, не всегда безопасное место. Канадская пациентка, имя которой не разглашается, пережила ужасающее происшествие. Ее госпитализация, вызванная внезапным ухудшением здоровья, обернулась неожиданным и жутким осложнением. В палату отделения интенсивной терапии, окна и двери которой были закрыты, залетела зеленая муха-падальница, известная своей способностью проникать под кожу человека и откладывать там яйца. Врачи не смогли объяснить, как насекомое попало в палату, предполагая, что оно могло прилететь из соседнего корпуса больницы. В период, когда пациентка находилась в состоянии близком к бессознательному или спала, муха-падальница предположительно проникла под ее кожу. За несколько дней, проведенных в больнице, насекомое отложило более 100 личинок в области век и ушей женщины. Это стало шоком для медицинского персонала и самой пациентки. Излечение личинок из глаз и ушей женщины заняло несколько часов. К счастью, своевременное вмешательство врачей предотвратило серьезные последствия для здоровья женщины, и она была выписана из больницы. Случай подчеркивает необходимость строжайшего соблюдения санитарных норм в медицинских учреждениях, даже в таких, казалось бы, герметичных помещениях, как палаты интенсивной терапии. Черви в глазах. Если в предыдущем случае врачи имели дело с личинками, то следующая история снова о червях. Жительница китайского города Куньмин перенесла шокирующую операцию по удалению 6 десятков живых паразитических червей из глаз. Женщина обратилась за медицинской помощью после того, как, почесав глаз, обнаружила, что из него выпал живой червь. Это стало тревожным сигналом, побудившим ее немедленно обратиться к офтальмологам. В ходе последующего хирургического вмешательства врачи были потрясены масштабом заражения. Между глазными яблоками и веками пациентки оказалось множество паразитов. 50 червей были извлечены из правого глаза, а еще 10 из левого. Все паразиты принадлежали к типу Filarioidea. Это круглые черви, обычно обитающие в Африке и некоторых регионах Южной Азии, распространяющиеся посредством укусов насекомых. Однако женщина категорически опровергает версию заражения через укусы, утверждая, что источником инфекции стали ее домашние животные. По ее словам, она погладила питомцев, а затем, не вымыв руки, неосторожно прикоснулась к глазам, что и привело к ужасающим последствиям. Случай подчеркивает важность тщательной гигиены, особенно после контакта с животными, и необходимости немедленного обращения к врачу при появлении любых подозрительных симптомов, таких как дискомфорт или выделение из глаз. Врачи внимательно наблюдали за пациенткой после операции, оценивая ее состояние и исключая вероятность остаточных паразитов или развития осложнений. Червь из суши. То, что вы сейчас услышите, может навсегда изменить ваше отношение к суше. Доктор Кенни Бан, врач общей практики, столкнулся с необычным случаем. К нему обратился пациент с жалобами на сильную диарею и утверждением, что болен гельминтозом, то есть заражен глистами. Врач изначально отнесся к словам пациента со здоровой долей скептицизма. Однако пациент для подтверждения своих слов предъявил доктору вещественное доказательство — ленточного червя внушительных размеров, которого он, по его словам, извлек самостоятельно во время дефекации. Длина паразита поразила врача. Она составляла около 64 дюймов. В ходе беседы выяснилось, что пациент был большим поклонником японской кухни, в частности суши. Житель калифорнийского города Фресно признался, что употреблял сырую рыбу практически ежедневно. Именно это, скорее всего, и стало причиной заражения. Несоблюдение правил обработки и хранения сырой рыбы — распространенная причина заражения различными видами паразитов, в том числе и ленточными червями, которые могут достигать невероятных размеров, как в данном случае. Пациент пообещал доктору Бану радикально изменить свои пищевые привычки и навсегда отказаться от употребления сырой рыбы, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Не знаю, как вы, но я сегодня, пожалуй, поужинаю пиццей. Черви из-за укуса собаки. Еще одна жуткая история случилась с 70-летним жителем индийского штата Гуджарат. Из его глаза был извлечен гигантский паразит. Джасубай Пател в течение нескольких лет страдал от мучительных болей и зуда в глазу. Несмотря на многочисленные обращения к врачам, точная причина его недуга оставалась загадкой. Ему помог опытный офтальмолог Милан Панчал. Он обнаружил в глазу пациента живого паразита внушительных размеров. Доктор Панчал провел сложную операцию по излечению червя. Пациент, находившийся под местной анестезией, ощущал процесс удаления паразита. «Мы извлекли его живым», — рассказал Панчал, подчеркнув критичность своевременного вмешательства. Задержка грозила необратимой потерей зрения, а существовала и опасность проникновения паразита в головной мозг через кровеносную систему. Операция, длившаяся 25 минут, оказалась непростой. Активная подвижность червя затрудняла его захват и извлечение. По словам Пателла, 12 лет назад его укусила собака. Врачи предполагали, что именно это нападение стало причиной заражения. Доктор Панчал объяснил, что подобные паразиты часто обитают в ротовой полости собак и кошек. Червь в мозге.
Другой мужчина прожил с ленточным червем в мозге 15 лет. В Гуанчжоу китайские хирурги успешно извлекли из мозга 50-летнего мужчины ленточного червя. История болезни Вана Лея началась 15 лет назад с появления необычных симптомов. Левая часть тела мужчины потеряла чувствительность, он также испытывал сильные головные боли. Первоначально врачи предположили наличие злокачественной опухоли головного мозга и назначили соответствующее лечение. Однако состояние пациента продолжало ухудшаться. Его мучили частые эпилептические припадки и прогрессирующая амнезия. После многочисленных обследований была установлена истинная причина его страданий. В мозге Вана Лея обитал ленточный червь, обычно паразитирующий в пищеварительной системе кошек и собак. Это крайне редкое явление у людей. Изначально врачи рекомендовали консервативное лечение, учитывая опасное расположение паразита в непосредственной близости от жизненно важных мозговых структур. Однако неэффективность медикаментозной терапии вынудила хирургов предпринять рискованную операцию по извлечению червя. Двухчасовая операция, проведенная в одной из больниц Гуанчжоу, завершилась успехом. Хирург, проводивший операцию, подчеркнул высокую сложность вмешательства, связанную с подвижностью живого паразита внутри мозга. Полное удаление червя было критически важно, чтобы предотвратить его дальнейшее размножение и рост. Врач настоятельно рекомендует употреблять только тщательно обработанную пищу и кипяченую воду. Клещ в ухе. 9-летний мальчик из Коннектикута стал жертвой необычного нападения клеща, который поселился в его правом ухе. Ребенок жаловался на странные шумы в ухе, и при обращении в больницу врачи обнаружили клеща, застрявшего в воспаленной барабанной перепонке. Извлечение паразита потребовало операции под общим наркозом, поскольку клещ глубоко проник в мембрану. К счастью, серьезного вреда здоровью мальчика удалось избежать. Врачи отмечают, что подобные случаи, хотя и нечастые, встречаются особенно у детей. В большинстве случаев удаление клеща из уха осуществляется под местной анестезией. Однако в данном случае глубина проникновения потребовала более серьезного вмешательства. Чтобы избежать подобных ситуаций, родителям следует помнить о профилактических мерах. При прогулках на природе, особенно в лесистой местности, рекомендуется носить светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, заправленную в носки и обувь. Это позволяет легко заметить клещей. Необходимо использование репеллентов. Следует строго соблюдать инструкции по применению. После прогулок на природе необходимо тщательно осматривать себя и детей на наличие клещей, уделяя особое внимание волосистой части головы, ушам, паху, подмышкам и складкам кожи. Регулярная уборка дома и обработка территории вокруг дома инсектицидами помогут сократить количество клещей. Необходимо косить траву и удалять кустарники вблизи дома. Парализованный мужчина. Куда более шокирующая история произошла с 36-летним парализованным мужчиной. Его жена, с которой он прожил 12 лет, мать двоих детей, оставила его медленно гнить и быть съеденным личинками. Медики скорой помощи нашли обездвиженного мужчину на грани смерти в кишащей тараканами квартире в Конкорде. Женщина позвонила в службу спасения, когда у супруга начались проблемы с дыханием. Медики прибыли на место и обнаружили больного мужчину, тело которого было покрыто пролежнями и личинками. Пол был завален гниющим мусором и фекалиями, повсюду кишели тараканы и мухи. Грязный завшивленный матрас служил кроватью для мужчины. Сосед описал помещение как вонючее место. Пациент, госпитализированный в критическом состоянии, скончался через сутки от сильнейшего обезвоживания, недоедания и инфекции. Его кости были деформированы от истощения. Полиция назвала это одним из самых вопиющих случаев пренебрежения, с которыми им приходилось сталкиваться. По словам капрала Блейкли, пациент был не в состоянии говорить, задыхался, а его тело пожирали личинки. Его жена не смогла объяснить ситуацию иначе, чем усталостью и стрессом. Тараканы. Я рассказал вам несколько историй о том, когда людей заживо поедали личинки и черви. Но могут ли причинить вред насекомые, которые встречаются в жизни человека гораздо чаще? Например, тараканы. Хотя тараканы, а их 4500 видов, обладают достаточно сильными челюстями, чтобы укусить, это случается крайне редко. Они предпочитают другие источники пищи и нападают на людей и животных лишь случайно, пытаясь определить съедобность объекта. Укус таракана, если он все же произойдет, будет подобен укусу комара или клопа. После этого человек обнаружит небольшой, зудящий, покрасневший бугорок. Обработка стандартная. Промыть водой с мылом, приложить холодный компресс, при необходимости использовать антигистаминные средства. Аллергические реакции на укусы тараканов неизвестны, однако, как и при любых ранах, важно избегать расчесывания во избежание инфицирования. Гораздо большую опасность для здоровья представляют аллергены, выделяемые тараканами. Их слюна, экскременты и частицы хитинового покрова могут вызывать аллергические реакции и астму.
Повышенная концентрация пыли, содержащей аллергены тараканов, усугубляет симптомы, такие как кашель, заложенность носа, хрипы и кожный зуд, а также может провоцировать инфекции уха и синуситы. Чем опасны клопы? Зачастую с людьми соседствуют клопы, о которых я рассказывал в начале видео. Хотя научных подтверждений того, что клопы являются переносчиками инфекционных заболеваний, может и не быть, их присутствие создает серьезные риски для здоровья и благополучия населения, а также наносит экономический ущерб. Соседство с клопами может вызвать тяжелые аллергические реакции на укусы, вплоть до анафилактического шока, инфицирование ранок от укусов, приводящее к кожным заболеваниям, и негативное воздействие на психическое здоровье людей, проживающих в зараженных клопами домах. Клопы чаще всего распространяются через зараженные вещи – одежду, мебель, другие предметы быта. Их обнаруживают в жилых домах, общежитиях, гостиницах, а также в стационарных медицинских и детских учреждениях. В этих местах клопы селятся преимущественно в спальной мебели, щелях стен и пола, за плинтусами, под обоями, в пазах мебели и корпусной мебели, а также в книгах, картинах, деревянных подоконниках. Это позволяет им легко перемещаться между помещениями, домами и даже городами. Даже внутри одного здания клопы могут самостоятельно распространяться из одной квартиры в другую. Поэтому, обнаружив клопов, необходимо предупредить соседей, поскольку насекомые могут перемещаться по вентиляционным каналам, электророзеткам, а летом по наружным стенам. Перед покупкой мебели и бытовой техники внимательно осмотрите ее на наличие повреждений и загрязнений. Избегайте использования подержанной мебели и ковров, особенно найденных на улице. Они могут быть заселены клопами. Для предотвращения заражения регулярно проводите ремонтные работы в квартире. Белите потолки, тщательно оклеивайте стены обоями без зазоров, заделывайте щели в полу, плинтусах под подоконниками и дверных косяках. Лечение личинками. Люди научились использовать во благо страсть некоторых насекомых к человеческой плоти. Так, один из древнейших методов очистки открытых ран – личинкотерапия. Для этого метода применялись личинки мух, в частности синей или зеленой мясной мухи. Считалось, что это позволяет эффективно удалять некротические ткани, предотвращая нагноение и воспалительные процессы. Секрет эффективности заключается в уникальном механизме питания личинок. Выделяя специальные ферменты, они растворяют омертвевшие ткани, оставляя здоровые нетронутыми. При этом личинки не кусаются, не имеют жалящих органов и работают как природные хирургические инструменты. Лечение могли проводить как при свободном размещении личинок в ране, так и с использованием специальных марлевых мешочков, хотя последний способ менее эффективен. Примечательно, что использование личинок для лечения имеет многовековую историю, упоминания о чем встречаются еще в житиях святых. Систематическое же его применение задокументировано еще со времен Наполеона. Во время Первой мировой войны доктор Уильям Байер из медицинской школы Джонса Хопкинса применял способ лечения опарышами. Он описал случай, когда на поле боя санитары обнаружили 2 солдат, пролежавших с ранениями около суток без медицинской помощи. При осмотре после снятия одежды в ранах были найдены тысячи личинок. Несмотря на это, ткани ран оказались чистыми и розовыми. Заключение. Надеюсь, после просмотра этого видео вы не начали чесаться и озираться по сторонам в поисках подбирающихся к вам полчищ насекомых. Помните, не все, что ползает и летает, намерено причинить вам вред. Большинство насекомых просто живут своей жизнью, не обращая на нас никакого внимания. Так что будьте любопытны, но будьте и осторожны. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.